Всем привет! Сегодня у нас фильм «Патруль» 2012 года. Оригинальное название «End of Watch» — «Конец дежурства». Слоган фильма «Где правит адреналин, нет места для страха». Режиссер и автор сценария Дэвид Эйр. Оператор Роман Васьянов. Ему 40 лет. В 2003 году закончил ВГИК. Из известных фильмов «Патруль» и «Ярость» с Питом. В главных ролях Джек Джилленхол, Майкл Пенья, Анна Кендрик, Натали Мартинес. Жанр — криминальный боевик. Лос-Анджелес. Два полицейских. Брайан Тейлор, белый, и Майк Завала, мексиканец. Брайан везде с камерой, все записывает. Символично пришло новое время. Камера или телефон, и ты оператор, режиссер и просто творец. Банда афроамериканцев тоже с камерой, банда латиносов тоже с камерой. Молодые, веселые, патрулируют улицы города, принимают вызовы, отрабатывают их. Афроамериканец наехал на курьера, где-то пропали дети. Оказалось, они дома связаны, помещены в чулан, рты заклеены скотчем. Жалоба на шум в ночное время, они едут к банде латиносов. Банда афроамериканцев обсуждала проблему, что латиносы обнаглели, и вскоре подъехала машина с латиносами и расстреляла афроамериканцев. Какое длинное слово, есть более короткое, но нельзя его употреблять. Спасают из пожара 3 детей афроамериканцев. «Иди за мной, как я за тобой», — говорит Брайан Майку, подбивая его проехаться по адресу. На днях они задержали латиноса с пистолетом с бриллиантами и позолоченным калашниковым, кучей бабла в кастрюле. Он оказал сопротивление, даже пальнул один раз, но ему предъявили незаконное ношение, а не сопротивление. Из этого Брайан решил, что бандит не простой бандит. В доме они находят вооруженных мексиканцев, заперти куча мужчин и женщин, детей, торговля людьми. Но тут подъехали федералы, предупредили их, что они наехали на крупный картель, и они теперь в опасности. Вызова не было, Брайан проявил инициативу, а инициатива, как известно, наказуема. Это точно. Меня все время не оставляло ощущение, что они нарываются. Я не знаю, может, специфика работы такая, нельзя не быть наглым, что ли. Но как-то все логично развивалось и закончилось предсказуемо. Один их коллега предупреждал их, что они плохо кончат. Правда, немного по-другому вышло, но суть та же. В общем, герои у меня симпатии изначально не вызвали. Латинос женат, а белый ищет девушку, с которой можно хоть о чем-то поговорить, и находит девушку, которую играет Анна Кендрик. Мексиканец приглашает напарника с девушкой на день рождения сестры. Брайан женится на Жанет, и Майк, произнося тост, говорит Жанет, что она мужественная женщина, раз выходит замуж за копа. Потом они выпили, и Брайан говорит напарнику: «Я люблю тебя, брат». И Майк в ответ: «Я тоже люблю тебя, Брайан, я жизнь готов за тебя отдать». Люди часто произносят такие клятвы, но, к счастью, им не приходится это доказывать. Но из уст копа, да еще и в Лос-Анджелесе, да еще и в криминальных кварталах, это прозвучало зловеще. Напившись, Майк говорит Брайану: если тебя убьют, я позабочусь о Жанет и детях, которые будут». Брайан в ответ молчит. А у Майка недавно родился ребенок. Копам слили инфу, что их заказали, но они отшутились. Мы же копы, каждый день нас хотят грохнуть. Но однажды это случилось. Их заманили в ловушку, они повелись, и Майк, мексиканец, погиб. Брайан был ранен, но выжил. На прощание Брайан вышел на костылях и сказал только одну фразу: «Он был моим братом». Авторы специально, наверное, ввели в сюжет камеру. Прыгающие перевернутые кадры создавали иллюзию документальных кадров. Жесткий боевик. Копам отношения во всех странах одинаковые, но они каждый день рискуют своей жизнью. Не только в Америке. Не только рискуют, но и погибают. Неординарный фильм. По большей части из-за оригинальной операторской работы, мне кажется. На меня лично произвел впечатление. Видела я его давно, сейчас уже не смотрю американское кино. От жестокости и цинизма, происходящего на экране, жутко становится этот безумный мир. А меня съемка типа любительская больше всего напрягла в этом фильме. Все-таки, когда кино смотришь, хочется больше четкости и плавности. В тот период это стало модным, и я целую кучу фильмов таких видел. Может, из-за этого, когда смотрел «Патруль» после других фильмов, он вызвал у меня отторжение, визуально. Потом эта мода прошла, я сейчас пересмотрел, и мне уже этот фильм показался более-менее смотрибельным. И в целом как-то показался лучше. Ван Хаузер, младший сержант, поучает наших героев. Бандиты атакуют спереди, а начальство сзади. Берегите задницы. А при очередном патрулировании этому Ван Хаузеру бандит воткнет нож прямо в глаз. Вот в такой манере реалистично, цинично, лаконично снят фильм. Ну, там много чего показали, но в целом он не шокирует. Уровень жестокости низкий. Там больше мы видим результат, еще и ночью или где-нибудь в темном помещении. Много стрельбы. Обычный боевик. Возможно, если бы не съемка псевдодокументальная, фильм остался бы незамеченным. Еще хотелось бы добавить по поводу мексиканцев. Банды латиносов – это большая проблема для США, с одной стороны. С другой стороны, есть фильмы, демонстрирующие дружные большие мексиканские семьи с крепкими семейными узами.
Еще мне вспомнился друг известного блогера, живущий в США, на чемпионате мира по футболу в России, случайно встретил мексиканцев и заговорил с ними. И отметил, что они такие, что с ними можно вот так запросто заговорить, и в этом они похожи на нас. Ну, на этом все. Всем пока. Пока.